Привет, дорогие мои! С вами снова Віта не Эліта или Віта Крафтс по-русски. Шчырае прывітанне ўсім даражэнькім ад беларусачкі. И сегодня я с очередным небольшим обзором своих амигуруми игрушек. Сегодня мы посмотрим на игрушки среднего размера, которые я вязала перед своей ярмаркой. Я не была уверена, продам я их или нет, поэтому я решила запечатлеть и сняла вот это видео. Я его снимала на английском языке, сейчас я дублирую его на русский язык. Надеюсь, что все будет хорошо и всем понравится такой формат, потому что у меня сил нету снимать два разных видео на разных языках. Во-первых, хочу сразу же поблагодарить всех нас, уже практически 20 тысяч. Очень большое вам спасибо всем, кто подписывается, всем, кто смотрит, всем, кто комментирует. Это очень помогает продвижению канала, и я продолжаю вас благодарить и просить о том, чтобы вы продолжали в том же духе. Ну, а теперь давайте перейдем к игрушкам. А здесь вот хочу показать вам вот этого замечательного мишку. Он один из моих любимых, одна из моих любимых игрушек. Очень мне нравится вот этот ротик, вот этот чудесный носик, сама форма его тела, ушки. В общем, в нем замечательно все. И самое замечательное в том, что на него есть бесплатный мастер-класс. Мишка называется Моня Пряников. И автор этого мастер-класса Ольга Ромахина. Если вам нужно будет, вы сможете легко найти этот мастер-класс. У Ольги есть несколько мастер-классов по замечательным, прекрасным игрушкам. Есть у нее, по-моему, поросенок, есть кот. В общем, я связала мишку и очень довольна. Я немножечко, конечно же, там что-то намудрила. По-моему, я вязала его снизу вверх, и голову я вязала, прямо продолжала. То есть я перевернула, чтобы не пришивать голову. Вот, но здесь вот у меня щечки. Не помню, что я там говорю. Я, как всегда, что-то изменила. Я вязала голову снизу вверх, чтобы ее не пришивать, а прямо вот от туловища провязывала. Здесь очень мне нравится вот этот вот большой нос, который вяжется и ввязывается в процессе вязания. Очень классный получился мишка, очень мне нравится его форма, вот этот пузик, этот хвостик. В общем, ну, все такое замечательное. Посмотрите, какой он чудесный, какой он лапочка. Вот, одна из моих любимых игрушек. Вообще не хочу никому продавать. Поставила очень высокую цену. Наверное, подсознательно хочу, чтобы он остался у меня. Вот, я там призываю ставить лайки. Не забываем ставить лайки, комментировать и помогать продвижению канала. Давайте наберем побольше подписчиков, чтобы больше людей делало этот мир теплее. Так, следующий товарищ у меня тоже вязала его по мастер-классу. Девочки, не могу найти. У меня его нету в iPad в цифровом формате. Наверное, где-то распечатанный. Я не могу его найти, чтобы сказать вам имя автора этого мастер-класса замечательного. Но знаю, что есть в Ютубе одна девочка вязала их из плюшевой пряжи. Вы, наверное, легко сможете найти. Собачка, не знаю. В общем, и поищите, есть порядный мастер-класс, поэтому товарищу очень мне нравится именно его характерная такая физиономия. Тоже это ротик, утяжки, все это замечательные эти худенькие ручки. И этот замечательный животик, ухмылочка такая кособокенькая. Здесь вот тоже большой носик. Можно, конечно, если у вас есть покупные носы, прикреплять покупные носы. Но вот мне понравилось, вот после мишки я стала тоже вывязывать носики крючком. Давайте перейдем к следующему товарищу. Крупноватая такая у меня девушка, ну, девушка, да, скорее всего. А это у меня такая зефирная овечка. Больше всего мне нравятся вот такие глаза скошенные. Я вязала таких овечек из буклированной пряжи, тоже с такими глазами. Они очень классные. Эту схему конкретно я разрабатывала сама. Здесь у меня моя типичная любимая форма грушевидная с пузиком и жопкой. Вы уже, наверное, знакомы с ней. Вот такая вот овца. У нее такие хорошенькие толстенькие ручки. Уши я пришила на разной высоте, чтобы она была такая немножко безумная. Безумная, как я. И вот такая вот овца.
Следующую игрушку я вам хочу показать. Это у меня такой вот зайка. У него одинарные ушки, он такой вот грустик. Мне нравится делать иногда такие грустненькие игрушечки. Он связан из плюшевой пряжи. Опять же, знакомая вам уже форма с пузиком и жопкой. А здесь я хотела рассказать, что во многих таких игрушках ножки пришиваются по бокам. И мне это не нравится, потому что если вы пришиваете ноги по бокам, это смотрится красиво, но вы не можете нормально посадить игрушку. Вы ее сажаете, когда она у вас садится на поперечный шпагат. Вот я, кстати, об этом там говорю, вот сбоку. Вы посадили игрушку, и у нее ноги вот так вот разваливаются. И это, естественно, не выглядит никоим образом как-то вообще нормально. Здесь у меня тоже круглое донышко. Иногда я делаю продолговатое донышко в некоторых игрушках покрупнее. Но ножки я ввязываю вот таким образом, чтобы можно было игрушку посадить, и чтобы она не выглядела как какая-то раскорячка. Поэтому, ну вот у меня такое мнение. Я не ввязываю ноги по бокам, потому что это выглядит очень естественно, анатомически. И поэтому во всех игрушках ножки у меня вязаны вот таким образом. Так, дальше сердечки. Сердечек я вязала много из разной пряжи. Здесь вот я пробовала тоже какой-то мастер-класс из Ютуба. Маленький Мишка, его там вязали плюшевой пряжей. Но как-то вообще не зашло мне, потому что, ну, он миленький, да, но в нем нет вот той характерности, которую я люблю. Потому что характерность, она во всем, она в деталях личика, она в пропорциях и в форме. Здесь хочу вам показать донат, который я сама придумала. Я связала, в чем моя придумка? Вот я связала вот эту вот линию очень четкую. Здесь я просто провязывала за задние петли, и получилась такая вот четенькая линия, и мне понравилось таким образом. То есть вы, когда сменяете цвет, вы вяжете за заднюю стенку, и потом новым цветом опять же за заднюю стенку вяжете, и получается такая ровная линия. Так, что у нас дальше? Дальше у нас котик. И вот этого мишку тоже вязала по какому-то известному МК на ютубе. Какой-то он у меня получился какой-то перекошенный. Просто пробовала, они были там очень миленькие, попробовать решила идею, но я не думаю, что я буду повторять, потому что, ну, не совсем мой формат. Вот, но если вам понравился, тоже можете легко найти на ютубе этот туториал МК. Здесь у меня связан котик. Он у меня связан по моему собственному МК. У меня есть на английском канале МК вот по этим маленьким игрушкам. Они все у меня связаны по одной схеме туловища. И вот эта собачечка. Есть еще потом, позже покажу вам, есть у меня другие игрушки. И, значит, вот этот связан по той же схеме. Здесь единственное, что хвостик другой, ушки связаны другие, а туловище и голова, все это связано у меня вместе, снизу вверх. И с единственной разницей, что здесь вот у меня круглая голова, а здесь я связала щечки. То есть я вязала просто по кругу, и в одном ряду я сделала 6 убавок спереди. И у меня получились такие щечки. Вот, в общем-то, в этом вся и разница. Дальше у меня вот такая вот дамочка. Здесь у меня были остатки пряжи, поэтому я скомбинировала их. Мне понравились вот такого вот типа ножки, я пробовала вязать. Посмотрите, они вот так вот как бы скошены. Это именно так они связаны. Там при помощи убавок и прибавок формируется вот такая вот форма ножек. Дальше у меня были остатки пряжи. У меня буквально вот на ушке оставался метр пряжи вот этой коричневой. Даже на мордочку не хватало. Я ее сделала другого цвета. Ну и, как видите, сделала другим цветом шапочку и платьице. То есть из остатков получилась такая дамочка-медведица. Дальше у нас один из моих любимых мишек в пижамке. Он ужасно милый, ужасно замечательный. И мне очень понравилась эта пряжа. Я купила ее на китайском сайте. У нее
нетипичный метраж, 120 метров обычно метраж для плюшевой пряжи. В этой пряже метраж поменьше, она потоньше. Я использовала крючок 3,5 для вязания вот этого Миши. Он получился не такой большой, как мог бы из обычной плюшевой пряжи. И вот такой вот он чудесный, замечательный, тактильно очень приятная пряжа, очень мягкая. Колпачок у него снимается, можно его снять, и когда играет ребенок, можно снимать колпачок. Он связан тоже специально для этого мишки, вот с этими двумя чудесными дырочками на определенном расстоянии. Все это, в принципе, вяжется несложно. Я понимаю, что вам, возможно, захочется мастер-класс, но я не снимала мастер-класс. Иногда, особенно с игрушками, у меня такой полет фантазии. Я иногда сажусь, я даже не успеваю записывать. Я сажусь, начинаю вязать и просто на ходу все это придумываю. Вот такой вот у меня еще один пижамный есть персонаж этого муми-тролля. Я связала для своего брата, потому что он большой любитель муми-троллей. И вот такой вот замечательный бегемот у меня получился. Очень мне понравилась вот такая вот форма головы, которая цельновязанная. Здесь она начинается с носика и заканчивается на затылке. Я вязала, сейчас позже покажу другого бегемошу, но вот у этого очень мне понравилась такая вот схема головы. Я ее не придумала, я где-то стырила ее. Тоже в интернете нашла. Поройтесь. Девочки, не могу сейчас ссылки вам давать, потому что я ничего этого не помню, ничего не записываю. Все идет сумасшедший какой-то полет фантазии. Вот, значит, в пижамке тоже сделала ему одну дырочку здесь, потому что хотела, чтобы шапочка была у него на боку. Вот. И этого я связала, этого бегемота, из остатков носочной шестинитки, которая Drops Fiesta. И вот такой вот он получился. Я вязала носки своему товарищу, и вот из остатков получился такой чудесный бегемоша. Значит, дальше у меня, что там у меня? Вот еще одного бегемоша вам покажу. Вот этого бегемоша я вязала первым. И здесь у меня, кстати, голова, вот она сшивная. Видите, у него здесь носик пришит. Это был первый опыт с бегемошей. Я вязала обычно круг и потом пришивала мордашу. И здесь вот я придумала такие ноздри. Вот мне захотелось, я решила, что с такими ноздрями будет очень выразительный бегемоша. Ну, девочка, как вы заметили, потому что когда я ее уже вышила ей личико, я поняла, что это у меня девица, и поэтому я связала ей вот такую пачку балетную. Здесь у меня, видите, опять такие же ножки я связала, которые идут друг другу навстречу. Надеюсь, что я где-то записала это, потому что мне показалась такая находка удачной. И по пропорциям такой вот маленький милый бегемотик с хвостиком, ушки такие замечательные, ноздри. В общем, вот такая вот хорошенькая девочка, и к ней полагается вот эта съемная юбочка. Так, дальше, что это? Давайте уже дальше. Дальше у меня зайцы выбегайцы. Я их показывала в шорцах. Здесь они связаны по той же схеме для маленьких игрушек. Если надо. Я, кстати, начинала на русском языке снимать этот мастер-класс несколько раз. Что-то у меня там стопорилось. И так я его и не закончила. Там, в общем-то, мастер-класс по базовой форме тела и головы для всяких вот таких игрушек. И здесь у меня тоже разница в том, что у желтого зайчика круглая голова, а вот этому бежевому я связала щечки. Таким же макаром в одном ряду я сделала 6 убавок спереди, и у меня сформировались щечки. Разные формы ушек я пробовала. Вот эти ушки, я вязала, хотела их сначала пришить вниз, но потом поняла, что он какой-то совсем уж депрессивный получается. Дальше я вязала вот эту лапку, тоже какой-то из интернета мастер-класс. Это просто проба пера. Я не думаю, что я буду повторять, потому что, не зашло. Большим успехом у меня пользуются вот такие смайлы. Я их навязала очень много людей у меня их покупали, вешают на сумки, на ключи. Такие классные смайлы с разными лицами, с разными эмоциями.
очень тоже хороший и подарок. Допустим, обычный шарик вяжете в амигуруми, и потом либо вышиваете личико, либо вот как у меня были готовые глазки. Вообще все просто очень сделалось. И потом вышила просто ротик, бровки и сформировала такие классные подарочки. Ну, сердечки, как обычно. На этом, в общем-то, все. Надеюсь, вам понравились мои игрушки. Надеюсь, вы неплохо провели со мной время. И давайте опять вам напомню, что если хотите поддержать канал, всегда за. Подписываемся, давайте наберем побольше подписчиков, наберем побольше лайков, наберем побольше комментариев. И на этом все. Всего хорошего. Пока-пока. С вами была я, Вита Неэлита. И увидимся в следующих видео.